Если ваше React-приложение загружается медленно, один из самых простых способов ускорить его – это разделение кода или код splitting. В этом видео я расскажу, что это такое, когда и как это использовать, а также о подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться. У меня есть простое приложение, настроен React Router и есть три маршрута. На страницу Home, страницу аналитики и страница Settings. Сюда я передаю layout. Здесь у меня простая разметка, три кнопки для перехода по этим ссылкам и контейнер, в котором будет содержаться наша страница. То есть здесь вот на месте Outlet будет подставляться Home, аналитика или Settings, в зависимости от того, на какую страницу мы перешли. Страница Home у нас будет выглядеть следующим образом. У нас здесь есть просто кнопка для генерации рандомного значения, и здесь мы ее выводим. И выглядит это вот таким образом. То есть я сюда нажимаю и генерируется значение. Страница аналитики будет выглядеть следующим образом. Здесь просто мы рисуем график на основе данных и опций. И выглядит это вот таким образом. И посмотрим еще страницу Settings. Она у нас выглядит таким образом. У нас здесь просто кнопка «Включить панель админа», при нажатии на которую мы включаем, еще раз выключаем. Собственно, вот эта кнопка, и вот так мы выводим панель админа. Что такое разделение кода? Вместо того, чтобы загружать все приложение целиком сразу, разделение кода разбивает его на части и загружает их только тогда, когда они действительно нужны. Например, если я на главной странице, мне незачем скачивать код страниц Settings и Analytics. Более того, у пользователя с определенной ролью может просто не быть доступа к определенным частям приложения. Если мы откроем вкладку Source в браузере, в DevTools, при обычной сборке мы увидим, что абсолютно все файлы проекта скачиваются при первой же загрузке страницы. В больших проектах это сильно замедляет работу, а разделение кода позволяет отложить загрузку этих файлов. В самом простом варианте мы можем сделать разделение кода для функции. Давайте перейдем на страницу Home. У нас здесь идет импорт функции, которая генерирует рандомное значение, и мы можем для нее сделать разделение кода. Давайте для начала убедимся, что сейчас она у нас загружается при загрузке сайта. Она лежит в папке utils, и мы видим, что у нас есть эта функция. Собственно, вот она в проекте. Давайте закомментируем импорт этой функции, и мы сделаем динамический импорт вот таким образом. У нас импорт будет возвращать промис, и на промисе мы вызываем блок then. Здесь мы можем из объекта получить функцию generate random number и вызвать эту функцию. Давайте теперь перезагрузим страницу, и мы видим, что у нас папка utils больше не загружается. Но если мы сейчас нажмем на кнопку генерации значения, у нас эта папка с файлом подгрузилась. Разделение кода для функции это хорошо, но наиболее полезно разделять компоненты, особенно на уровне роутинга. В React для этого есть инструмент React Lazy. Вместо обычного импорта для страницы Analytics давайте используем React Lazy. Таким образом, его необходимо также импортировать из React. Lazy принимает функцию, которая возвращает промис, то есть динамический импорт. Давайте теперь обновим нашу страницу и посмотрим в папке Pages, есть ли у нас эта страница. И мы видим, что сейчас ее нету, есть только Home и Settings. А страница аналитики у нас еще не загрузилась. Теперь мы перейдем на страницу аналитики, и она у нас загрузилась. Сейчас у меня загрузка происходит мгновенно. Давайте ее немного искусственно замедлим. Для этого я здесь добавлю функцию, которая принимает просто миллисекунды и задает set timeout. Теперь вместо вот этого импорта я добавлю применение этой функции. Вот таким образом, теперь я сначала жду 3 миллисекунды, а затем эта функция возвращает промис, и я на нем вызываю метод then и выполняю импорт аналитики. Теперь давайте попробуем снова обновить нашу страницу аналитики, но уже с этой задержкой. Ну и мы видим, что у нас 3 секунды просто белый экран. Давайте еще раз обновлю. Вот, 3 секунды белый экран, и после этого только отрисовывается вся страница. И хорошо бы нам в этот момент что-нибудь отрисовывать, пока происходит загрузка. И это можно очень легко сделать. Давайте перейдем в наш layout, который мы передаем сюда в road. Вот наш layout, и нам достаточно просто нашу страницу, наш компонент обернуть в компонент suspense. Давайте его также импортируем. И теперь мы видим, что у нас при загрузке страницы надпись loading, а через 3 секунды отрисовывается сама страница. Давайте еще раз обновим
страницу и видим результат. Перейдем к компоненту Suspense. Он здесь в параметр fallback принимает другой компонент, который будет отрисовываться, пока мы ожидаем загрузку основного компонента. Теперь давайте попробуем добавить ленивую загрузку для страницы Settings. Вот эта страница. Добавляю ленивую загрузку для этой страницы, перезапущу приложение и переходим на страницу Settings. И у нас происходит ошибка. Ну, мы видим ее на консоли. И здесь дело в том, что страницу аналитики мы экспортировали как дефолтное значение. То есть у нас был дефолтный экспорт. В случае с страницей Settings у нас именованный экспорт. И для того, чтобы правильно сделать импорт, нам необходима вот такая конструкция. Здесь, когда нам импорт возвращает promise, мы вызываем дальше метод then, и из этого модуля мы достаем нашу именованную функцию, наш компонент settings, и кладем его в дефолт. Именно такой объект и ожидает наша функция, которую мы передаем в lazy. Теперь мы видим, что наша страница загружается и все нормально работает. Также помимо целой страницы можно применять разделение кода и к отдельным компонентам. Представим, что у нас в настройках есть высоконагруженный компонент admin panel, при этом доступен он далеко не всем, а только админам. В таком случае мы можем такой компонент загружать при помощи lazy loading. Давайте перейдем на страницу settings, сделаем lazy import, импортируем метод lazy, добавим снова нашу функцию wait для искусственной задержки, и для того, чтобы отрисовывать процесс загрузки, мы применим компонент suspense. Suspense нам тоже необходимо импортировать. Перезагрузим нашу страницу, откроем source, смотрим, что у нас нету папки components и admin panel. Теперь нажимаем на кнопку. Видим, что у нас загружается админ панель. Все, она загрузилась, и теперь мы видим новую папку с админ панелью. И в принципе у меня на этом все. Мы с вами узнали, как работает разделение кода или код splitting. Узнали, как работает функция lazy и компонент suspense в React. Большое спасибо за просмотр. Делитесь своим мнением в комментариях.